ухвачу за хвост. Тема нашего сегодняшнего выпуска – судак. Мы выбрали 13 наиболее важных и интересных, на наш взгляд, вопросов по судаку. Ответ на каждый вопрос у нас будет занимать около 2 минут. Среди множества пресноводных рыб судак занимает особое значение. По-настоящему эффективно судака стали ловить лишь с момента появления нейлоновых лесок в 1937 году на натуральных рыбок, колеблющиеся блесны и воблеры. В 70-х годах прошлого века были изобретены мягкие пластиковые приманки, и широкую популярность стал приобретать джиг. Так в любительской ловле судака произошел резкий прорыв. Именно джиговая ловля позволила широким массам эффективно ловить судака практически в любых условиях. Вопрос номер 1. Какой способ ловли судака по открытой воде наиболее эффективен? Судака можно ловить совершенно различными способами, но за последние 30 лет пальму первенства однозначно имеет троллинг и джиг. Джиговая ловля, конечно, она азартная, она эффективная и она наименее затратная с финансовой точки зрения, потому что для того, чтобы эффективно ловить судака джигом, нужно иметь лишь чувствительное удилище, катушку, плетеную леску и набор всевозможных джиговых приманок. Если же речь идет о ловле трофейной рыбы, если хочется ловить троллингом, то приходится использовать дорогостоящую экипировку. Троллинговая ловля подразумевает собой применение катера, применение мощных моторов, использование качественных дорогостоящих эхолотов. И при троллинговой ловле рыболов всегда рассчитывает на поимку трофейных экземпляров судака. Если все упростить, то при джиговой ловле рыболов имеет большее количество поклевок, но попадается более мелкая рыба, чем при троллинговой ловле. А если ловить троллингом, то количество поклевок меньше, но, соответственно, рыба более крупная. Выгоднее всего судака искать при помощи троллинга, потому что при троллинге рыболов облавливает значительную площадь водоема, а вот ловить уже найденного троллингом судака гораздо интереснее и эффективнее можно при помощи джигового метода. Некоторые рыболовы принципиально имеют мотор, лодку, эхолот хороший, но не любят ловить троллингом. Мы, в принципе, тоже придерживаемся такого же мнения, потому что ловить на джиг все-таки азартнее и интересней. Но справедливости ради надо признать, что если хочется ловить судака наиболее эффективно, то при всех приоритетах рыболовов, и даже если нравится джиговая ловля, все-таки эффективнее использовать комбинированный метод, то есть искать судака троллингом, а ловить уже джигом. Вопрос номер 2. В какое время года судак ловится лучше всего? Максимальная пищевая активность судака за год приходится на период весна, начало лета. Ихтиологи доказали, что 60% годовой съеденной пищи судаки потребляют именно весной и в начале лета. Соответственно, если рассуждать логически, то в это время эффективнее всего можно и ловить судака. Но тут есть нравственный момент. Он заключается в том, что в момент нереста, когда самка отмечет икру, она покидает нерестилище, и на нерестилище икру охраняет самец. Если любая рыболовная приманка в момент, когда судак охраняет кладку с икрой, оказывается в зоне досягаемости судака, то судак ее всегда атакует. То есть мастерством обладать не нужно, чтобы словить судака, стоящего на икре. И даже если рыболов ловит судака по принципу «поймал, отпусти», он достал судака, отпускает в воду, судак никогда в жизни не найдет свою кладку, потому что рыболов протянул судака определенное расстояние, и судак получил стресс, он уже не станет на кладку, икра будет потеряна. Поэтому мы считаем, что все-таки, несмотря на то, что весной и в начале лета судака ловить можно очень и очень эффективно, спортивными методами, делать это все-таки не стоит, потому что, сознательно ограничивая себя и не давая возможность ловить доступную рыбу в тот момент, когда ее можно проще всего словить, мы тем самым имеем возможность увеличить популяцию судака в наших водоемах, и, соответственно, и мы сами, и наши дети будут ловить судака и в последующие годы. Вопрос номер 3. Какой джиговый спиннинг выбрать для ловли судака?
Уже, наверное, лет 20 считается, что судаковый спиннинг должен иметь обязательно сверхбыстрый строй, жесткий комель и высокую чувствительность. Формально так и есть. Многие рыболовы, что называется, находятся в поиске всегда наиболее чувствительного удилища в руку и почему-то ищут эти сверхчувствительные спиннинги только среди удилищ сверхбыстрого типа строя. Мы считаем, что современные удилища обладают очень высокой чувствительностью и зачастую даже удилища, имеющие не сверхбыстрый, а быстрый, средний быстрый и даже медленный тип строя, могут оказаться по чувствительности в руку более чувствительными, чем сверхбыстрые удилища. Почему это происходит? Потому что сверхбыстрый тип строя подразумевает удочку по типу швабра с тоненьким кивочком наверху. И, соответственно, когда вот эта вершинка сверхбыстрого спиннинга регистрирует касание дна или, например, поклевку, то передать колебания на комель не получается возможным. То есть по чувствительности в руку сверхбыстрый спиннинг зачастую проигрывает более медленным моделям. А медленные модели, имеющие более жесткую вершинку, по вершинке рыболов хуже видит немножко проводку, но зато он лучше и качественнее ощущает все рукой. Кроме того, современные спиннинги можно использовать не завышенного теста, как это было раньше, а более легкие, более лайтовые модели. И при использовании качественных острых крючков и тонких лесок мы имеем возможность даже лайтовыми спиннингами хорошенько и качественно просекать судака. Если раньше для того, чтобы просечь судака, нужно было выполнить подсечку, что называется, с подпрыгиванием, то сейчас при качественном крючке подсечка даже зачастую не требуется и на лайтовых спиннингах. Вопрос номер 4. Есть ли у плетенки альтернатива при ловле судака? При охоте за судаком зимой со льда в отвес, по нашему мнению, гораздо выгоднее, чем плетенку, использовать или монофильную леску, или флуорокарбон. Дело в том, что вываживание судака зимой происходит чаще всего голыми руками за леску. И если мы будем использовать плетенку, то можно очень легко порезать пальцы, особенно если экземпляр будет крупный. Если же ловля происходит летом по открытой воде, то все-таки у плетенки есть приоритеты, потому что плетенка имеет минимальный диаметр, высокую прочность и дает возможность снасти проявить максимальную чувствительность. Но тут есть несколько важных моментов. Если мы ловим на воблеры, то замечено, что часть воблеров, которые проводишь на плетенке, они вдруг начинают хуже ловить рыбу, чем если эти же воблеры проводить на монолеске или флуорокарбоне. Почему так происходит? Дело в том, что все производители воблеров, как правило, рассчитывают на то, что рыболовы будут использовать эти приманки с флуорокарбоновыми лесками или монофильными лесками. И, соответственно, игра воблера рассчитывается на то, что приманка будет играть на растяжимой леске, а на нерастяжимой плетенке. Еще очень интересный момент происходит при джиговой ловле. Все почему-то считают, что в джиговой ловле приоритет только у плетенок. На самом деле, если ловить на джиг с использованием флуорокарбона или даже обычной монофильной лески, то, конечно, рыболов теряет чувствительность снасти, то есть проводка ощущается чуть хуже, поклевки ощущаются тоже чуть хуже, но в результате эффективность ловли возрастает, потому что при ловле на плетенку рыба атакует приманку, рыболов сразу слышит сильный удар, и рыба тоже слышит сильный удар. И очень часто она тут же открывает пасть, рыболов делает подсечку, подсечка пустая. А когда мы ловим на растяжимую леску, то рыба хватает приманку, она сразу не слышит сопротивления, и рыболов не слышит этого сопротивления. Она начинает чуть-чуть как бы заглатывать приманку, поклевка растягивается во времени, и в результате рыба очень хорошо засекается. Поэтому при ловле на обычную монофильную леску или флуорокарбон на выходе можно получить более весомый результат, чем если мы в этих же условиях будем использовать нерастяжимую плетеную леску. По нашему мнению, увлечение отечественных рыболовов всегда и везде плетеными лесками в корне ошибочно. Вопрос номер 5. Действительно ли съедобная резина столь эффективна при ловле судака? При охоте судака, по нашему мнению, обоняние играет ничуть не меньшую роль, чем зрение. Хотя ихтиологи и считают, что именно зрение в приоритете
у судака во время охоты, тем не менее обоняние тоже очень и очень важное значение имеет. Это хорошо заметно при ловле зимой со льда, когда мы контролируем проводку и поклевки рыбы по флешеру. Если мы ловим на обычную вертикальную блесну, то очень часто рыба подлетает к блесне, останавливается буквально в 3-5 сантиметрах от приманки и начинает, что называется, принюхиваться. Поначалу мы думали, что она присматривается к приманке, но на самом деле пришли к выводу, что она все-таки принюхивается к приманке. Запаха нет, рыба отворачивает. Если мы ловим на стоячем водоеме, на обычные приманки, нет поклевок. Снимаем приманку, ставим съедобную приманку. Тут же происходит поклевка. Кажется, что случайность, на самом деле нет. Это сработал именно запах. Очень часто бывает еще интереснее ситуация. То есть мы облавливаем точку съедобной силиконовой приманкой, но мы на эту приманку уже ловим минут 15. В результате запах с нее смылся, и практически шлейфа она в воде во время проводки за собой не оставляет. Поклевок нет судаковых. Мы берем эту приманку, снимаем ее, укладываем в пакетик с этими же приманками. Достаем из пакетика новую приманку с интенсивным запахом, точно такую же. Делаем первый заброс, тут же поклевка. Случайность? Нет, это сработал именно запах, интенсивный запах. Но справедливости ради надо признать, что при ловле на реках актуальность съедобных силиконовых приманок резко снижается, потому что течение уносит запахи, и рыба больше ориентируется все-таки не на запах, а на визуальный объект, на визуальный захват и на вкус. То есть в момент, когда она хватает приманку, несъедобную приманку она тут же по вкусу отличает от съедобной. Поэтому съедобка, конечно, и на реке имеет преимущество, но подавляющее преимущество съедобка все-таки имеет именно на стоячих водоемах. Вопрос номер 6. Какая проводка при ловле судака более выгодная, ступенчатая или равномерная? При ловле судака на воблеры самой эффективной проводкой, несомненно, следует признать обычную придонную равномерную проводку. Приманка движется равномерно, и при всей своей простоте она очень эффективно соблазняет судака к атаке. Если говорить о джиговых приманках, то принято считать, что для джиговых приманок лучше всего использовать обычную ступенчатую проводку. По большому счету так оно и есть, но на самом деле помимо обычной ступенчатой проводки существуют еще различные варианты. К примеру, если ловля ведется поздней осенью, зимой, ранней весной, когда вода холодная, то гораздо лучше применять так называемую ступенчатую равномерную проводку. То есть суть этой проводки в том, что после того, как приманка коснется дна, мы проводим приманку вдоль самого дна, 4-5 оборотов катушки. Потом делаем паузу, приманка опять касается дна. Эта пауза нужна не для того, чтобы спровоцировать рыбу на падение, а только для контроля дна. Все поклевки при такой проводке происходят непосредственно на равномерной проводке джиги. Кроме ступенчатой равномерной проводки, существует еще и проводка волочением по дну. Такая проводка работает и по холодной воде, и даже летом по самой теплой воде. Вроде бы ничего тут сложного нет. Проводишь приманку по дну, проволочил, сделал паузу. Проволочил, сделал паузу. Но судаку это нравится, и по этой причине ни в коем случае нельзя говорить, что ступенчатая проводка всегда и везде при ловле на джиговые приманки будет в приоритетах. Нужно умело пользоваться разными проводками и в зависимости от настроения рыбы и времени года подбирать наиболее эффективную проводку. Вопрос номер 7. Почему судак плохо клюет днем? Действительно, те рыболовы, которые серьезно увлекаются ловлей судака, давно заметили, что днем поймать судака очень и очень сложно. Дело тут в особенностях ночного зрения. Судак обладает великолепным ночным зрением и очень эффективно этим зрением пользуется. Когда днем высокая освещенность, все кормовые рыбки имеют прекрасное зрение и могут издалека заметить подбирающегося судака. Соответственно, для того, чтобы днем получить определенное количество калорий, чтобы хорошенько перекусить, судаку требуется потратить большое количество усилий. А вот в сумерки и ночью судак практически не использует никаких укрытий. Он совершенно спокойно рыщет по всему водоему и легко натыкается на беззащитных рыбок, которые его не видят. То есть он без усилий может вкусно поесть. По этой причине опытные рыболовы днем, когда яркое солнце, они предпочитают не ловить судака, а отдохнуть и выходить на охоту за судаком в сумерки и даже ночью, в тот момент, когда судак сам интенсивно питается и охотится.
Вопрос номер 8. Летом на некоторых водоемах судак совершенно не ловится утром и вечером, зато отлично клюет днем. Почему? Летом по мере прогрева воды на водоемах начинается цветение сине-зеленых водорослей. И самое главное, что слой этих водорослей резко снижает интенсивность освещения под водой. Поэтому на водоеме вроде бы светит яркое солнце, но под водой в этот момент царит полумрак. А рано утром и поздно вечером, самое судаковое время, привычное судаковое время, судак не ловится, потому что в этот момент еще под водой на водоеме продолжается ночь, а сумерки на водоеме наступают именно к полудню. И именно к полудню у судака проявляется его ночное зрение. И несмотря на то, что интенсивность освещения максимальная, тем не менее под водой полумрак. И в этом полумраке мальки, кормовые рыбки, которыми питается судак, ничего не видят. А судак их прекрасно видит, и поэтому он великолепно охотится днем. В противоположность этому можно привести и другой пример. Если ловля происходит на водоеме с прозрачной водой, то рассчитывать на интенсивный клев судака в середине дня совершенно не приходится. Можно судака поймать только рано утром и поздно вечером. А если водоем цветет, то судака можно великолепно ловить прямо в полдень. Вопрос номер 9. Почему зимой на одних водоемах судак ловится, а на других нет? Клев судака зимой напрямую связан с интенсивностью питания осенью. Вроде бы какая тут связь? На самом деле связь самая что ни на есть прямая. Дело в том, что судак в момент, когда готовится к зиме, он старается накопить как можно больше жира. Температура воды подо льдом находится в пределах от 1 до 4 градусов. В такой воде интенсивность питания и обмен веществ у рыбы заторможен. Соответственно, рыбе гораздо проще переваривать внутренний жир, чем интенсивно питаться. Соответственно, чем больше жира внутри у судака, тем хуже он будет ловиться зимой. Мы очень часто ловили судаков, что называется, зимой из-под палки. То есть вымучиваешь буквально судака. Домой приезжаешь, потрошишь, и оказывается, что у него полный живот жира. Конечно, интенсивно питаться такой судак не будет. Если судак смог за лето и осень накопить большое количество жира для зимовки, то зимой он, соответственно, на искусственные приманки ловиться практически не будет. А те водоемы, где судак плохо кормился летом и осенью, жира не накопил, то он будет великолепно ловиться зимой. Вопрос номер 10. Зимой судак лучше ловится отвесным блеснением или на жерлице? Кажется, что если ловить судака зимой на жерлице и использовать, например, пескаря, то это будет, можно сказать, идеальная снасть. На самом деле это не так. Очень часто оказывается, что зимнее блеснение переигрывает ловлю на жерлице. Почему так происходит? Когда рыболов ловит днем, когда он активно перемещается с искусственными приманками по многочисленным лункам, он имеет возможность ловить одиночных стоящих судаков, которые стоят в засадах и ждут вечера для того, чтобы пойти на охоту. И рыболов, соответственно, попадает судаку под нос, происходит рефлекторная хватка, и даже если судак не хочет питаться, то шансы у блеснильщика есть. На жерлице судак начинает ловиться только в тот момент, когда он реально хочет поесть. И это тоже зависит от наличия внутреннего жира. Если он накопил большое количество жира, то пока он не переварит внутренний жир, он на жерлице ловиться не будет. Бывают водоемы, на которых судак на жерлице начинает ловиться только не раньше середины февраля и даже начала марта. А до этого момента можно ловить на жерлице, но судак на них ловиться не будет. И в этот же момент будут ходить блеснильщики с искусственными приманками и ловить судака. Вот парадокс вроде бы кажется, но на самом деле так происходит очень часто. И если, например, даже в тот момент, когда судак хорошо ловится на жерлице, если ловить утром, вечером, то у жерличника будут преимущества. А если ловить днем, то однозначно будет побеждать все-таки блеснильщик. Потому что днем блеснильщик сам интенсивно перемещается и сам ищет рыбу, а жерличнику в этом случае приходится ждать, когда рыба сама выйдет на охоту. Вопрос номер 11. Как и где ловить судака на спиннинг ночью? Практически круглый год судака можно ловить ночью на спиннинг.
Судак обладает великолепным ночным зрением и наиболее интенсивно питается именно ночью. Как определить хорошее судаковое место ночью? Как правило, с наступлением темноты мальки рыб или поднимаются в толще воды, или ближе к поверхности, или идут в берег, что называется, на небольшую глубину. Тем самым мальки себя чувствуют в безопасности, но судак это знает и очень эффективно этим пользуется. То есть туда, куда идет кормовая рыба, туда идет и судак. Поэтому локализовать места с большим количеством малька – это значит и локализовать места возможной поимки судака ночью. Как это можно сделать? Ну, если речь идет о реке, то это, как правило, перекаты каменистые, с небольшой глубиной, с сильным течением, там, где большое количество малька. Можно при помощи мощного фонарика пройти вдоль берега на реке, посветить фонариком на воду, и там, где от берега мальки будут разбегаться от света фонаря, и будет наиболее интересное судаковое место. В таком месте нужно будет ловить на воблеры или на джиг. Если ловля идет на стоячем водоеме, то там, конечно, визуально прочитать судаковые места гораздо сложнее. Нужно плавать с эхолотом, искать мелководные банки, границу травы и чистой воды, каменистые какие-то россыпи на дне. И можно еще найти судаковые места чисто на слух. В тихую ночь, если хорошенько прислушаться, то можно услышать бой судаковый. Он происходит именно в середине ночи. Именно на слух мы определили одно судаковое место на водохранилище, и потом на этом месте 15 лет подряд интенсивно ловили судака ночью. Причем ловили в одиночку. Больше их это место никто не знал. Вопрос номер 12. Почему при ловле судака направление забросов имеет большое значение? Кажется, что этот вопрос несерьезный, на самом деле он требует очень серьезного к себе отношения. У судака великолепное ночное зрение, но повышенная светобоязнь. По этой причине судака выгоднее всего ловить не просто в произвольных местах, а в местах, где есть теневые участки. Это теневая сторона бровки, это места под корягами. Еще очень важно учитывать и положение солнца. Если рыболов во время ловли будет выполнять забросы в направлении солнца, то судак, как правило, к солнцу всегда стоит хвостом вперед. Это для того, чтобы не засвечивать свои глаза. И когда мы выполняем заброс против солнца, а проводку по солнцу, то судак может за приманкой начать двигаться. Если он будет стоять головой против солнца, то он за приманкой никогда не пойдет, потому что он потеряет приманку из вида. И те рыболовы, которые знают вот эту маленькую фишечку на водоемах, когда ловят на спиннинг, они забрасывают не просто так и становятся на лодке не просто так, а с учетом положения солнца. И когда забрасываешь против солнца, вроде бы самому рыболову неудобно, но зато рыбе удобно преследовать приманку, и количество поклевок судака будет гораздо больше. Вопрос номер 13. Приманки какого размера больше всего привлекают судака? У судака сравнительно узкая глотка. По этой причине многие рыболовы всегда предпочитают ловить судака на узкотелые приманки. Мы сами довольно-таки долгое время считали, что лучшими судаковыми приманками будут именно узкотелые. Но однажды мы поймали судака весом 5,5 килограммов. Он был очень упитанный. Когда мы приехали и распотрошили эту рыбу, то оказалось, что в желудке у судака были 3 головля длиной 17-18 сантиметров. И по диаметру каждый головль был примерно как отваренная в кипятке сарделька. Именно с этого момента мы поняли, что мельчить с судаковыми приманками не стоит. И тогда начали применять приманки непривычного размера, там 2, 3, 4 дюйма, а применять довольно-таки крупные силиконовые приманки. Вот, к примеру, вот этот виброхвост, он считается 4-дюймовый, но на самом деле он гораздо больше. Он имеет длину 12,5 сантиметров, и именно вот на такого размера виброхвосты мы начали очень эффективно ловить судака ночью. Это было лет 10 назад, и на тот момент вот такие виброхвосты были самые крупные. На сегодня уже появились 5, 6, даже 7-дюймовые виброхвосты. Они уже имеют вот такую длину. Кажется, что на них на спиннинг ловить просто невозможно. Конечно, на них ловить трудно, потому что нужна
нужна специальная снасть, нужно нацеливаться сразу на крупную рыбу, но справедливости ради надо сказать, что на крупные силиконовые приманки ловятся не только крупные судаки, но и маленькие судаки. Почему это происходит, сказать сложно, но, скорее всего, тут имеет место факт агрессии. То есть, когда силиконовая приманка проходит мимо стоянки даже не крупного судака, у судака появляется инстинкт защиты территории, и он атакует эту приманку. Более мелкую он игнорирует, а более крупную атакует. Поэтому бояться крупных силиконовых приманок точно не стоит. Судак является одной из наиболее ценных рыб на всем постсоветском пространстве. Ловить судака интересно и очень азартно. За последние годы рыболовы весьма и весьма продвинулись в своем умении ловить судака, однако сказать, что мы, рыболовы, все знаем о ловле судака, конечно же, нельзя. И это, несомненно, правильно, потому что если бы мы все знали о ловле судака, то ловить бы эту рыбу было уже не так интересно. С вами была программа «Чертова дюжина» и мы ее ведущие Дмитрий Щербаков. И Владимир Щербаков. До новых встреч в эфире.